Всем привет! В этом видео я хочу поговорить про изучение языков и какими способами их изучаю именно я, без зубрежки, потому что зубрежку я считаю, ну не только я думаю, неэффективной и не работающей. Надеюсь, что мои подходы будут для кого-то полезными. И тем временем у меня такая чудесная локация. Я нахожусь на балконе, у меня есть потрясающая зеленая стена. И вы не представляете, сколько раз я пыталась записать это видео в разных локациях, и везде то шум, то машины, то люди, то музыка, то ветер. В общем, наконец-то суждено этому видео быть снятым. Поехали! В прошлом своем видео я упомянула, что у меня есть 2 репетитора. И для начала будет небольшое лирическое отступление о том, что я сама когда-то преподавала английский язык детям и студентам, если у них был невысокий уровень, но всех их объединяла одна самая большая ошибка – изучение языка без регулярности. То есть 1 или 2 раза в неделю вы ходите к репетитору – это нерегулярность. Мозг — это как мышцы, которые нужно качать, говорю очевидные вещи, понятное дело, но лучше заниматься каждый день хотя бы по 15-20 минут, чем 2 часа 2 раза в неделю. Это говорят просто все. Сколько я изучала различных подходов, сколько я слушала репетиторов, преподавателей, которые преподают разные языки, и все они рекомендуют регулярно каждый день хотя бы по чуть-чуть, но идти вперед. Дай бог, если сделают ученики домашнее задание, это уже очень хорошо. Но все-таки, если вы хотите видеть какой-то прогресс, если язык вам нужен срочно, допустим, вы переехали в другую страну, вы готовитесь к собеседованию на вакансию на другом языке, регулярность, и еще раз регулярность. Если говорить про формат, который для меня удобен, то у меня было 2 репетитора. Сейчас я приостановила занятия, об этом чуть позже. Одна репетитор русскоговорящая и одна репетитор аргентинка. Для чего? Для того, чтобы отрабатывать все вопросы и все нюансы, которые могут возникнуть в процессе. Например, с русской я отрабатываю грамматическую основу. Почему здесь ставится это время? В каких еще ситуациях используется именно это время? Исключение это или не исключение? Если исключение, то почему? Как определять, что это исключение и так далее? То есть все вот эти вот тонкие нюансы я уточняла на русском языке, и она мне объясняла до того, пока я не пойму. И я считаю это крайне важным, что преподаватель может понять твой ход мысли, потому что думаем ты в любом случае на родном языке. И преподаватель понимает, как ты мыслишь, понимает твою психологию и даст тебе объяснение, таким образом, каким ты, скорее всего, 100% поймешь. Вот. Носитель любого другого языка нужен для того, чтобы вы отрабатывали какие-то локальные особенности, допустим. Вы отрабатывали говорение, вы отрабатывали восприятие на слух, потому что аудирование — это одно дело, а когда ты попадаешь в реальную среду обитания, это совершенно другое. Просто самое сложное, что я могу ответить, это восприятие на слух в естественной среде. Самое сложное. И, казалось бы, 2 репетитора, самостоятельные занятия, домашние задания, как не выгореть? Выгореть очень легко, но что могу порекомендовать от себя, и здесь мы плавно перетекаем ко второму способу, это связь с историей. Не вымышленной, не с ассоциациями, а именно с историей. С вами произошла какая-то ситуация, или можно взять прям целиком день. Что вы делали, с кем вы виделись, что вы нового узнали и так далее. И вы резюмируете этот день или какую-то ситуацию в конце своего дня, прописываете и переводите с помощью переводчика. Переводчики сейчас замечательные, они вам согласуют времена, они вам подберут синонимы, которые актуальны именно для этого контекста. В чем польза? Вы видите текст с множеством знакомых слов, но при этом незнакомые слова в контексте вы изучаете именно в контексте. У вас в памяти
появляется связь, что произошло с вами такое-то событие, я его могу описать вот так вот, и слово, которое вы раньше не знали, оно сейчас обретает какую-то форму в этом предложении, и вы его читаете, видите сразу. Затем вы это кому-то пересказываете, потому что, в принципе, как мы учимся, все, что мы изучаем, мы потом пересказываем, мы потом это употребляем в жизни, на практике, мы делимся этим с друзьями, с коллегами, не знаю, с семьей и так далее. Пересказ всему голова. Да, это может быть утомительно, но по моему опыту это занимает, опять же, 10-20 минут. И это намного эффективнее, чем если вы будете делать упражнения на каких-нибудь агрегаторах, когда у вас есть контекст, все это согласовывается, движения глаголов отрабатываются, окончания отрабатываются, предлоги отрабатываются. Это вот самый рабочий способ, который я давала в том числе своим ученикам. И этот подход меня приятно удивил, когда я начала изучать испанский через YouTube. Я нашла потрясающую преподавательницу, и оказывается, что она этот метод уже использует не один год. И что самое важное, потом, когда вам нужно будет вытащить из памяти это слово, оно у вас не с какой-то ассоциацией будет связано, потому что люди часто помнят ассоциацию, а перевод в итоге не запоминают. У меня тоже, кстати, такое было, и это абсолютно нормально. Если прям я сажусь и посвящаю достаточное количество времени качественному рассказу, прям составлению там, с депричастными оборотами, с какими-то описаниями, слова, которые я вижу первый раз, я запоминаю сразу. Вот так вот. Например, у меня запланирована поездка за город, и я заранее прописываю, куда я еду, с кем, чем я буду заниматься в будущем времени. Затем уже в процессе я описываю настоящее, я подхожу, кормлю лошадь, вспоминая те слова, которые я прописывала заранее в своей будущей поездке. И после я уже пересказываю себе или кому-то еще о том, что произошло в прошедшем времени. Я жил 3 дня у поля, дышал свежим воздухом, гулял среди лошадей, кормила, гладила, и вообще мне все понравилось, я всегда любил животных. Это, соответственно, прошедшее время, и мы таким образом отрабатываем сразу все 3 времени, и они ассоциируются с конкретным событием. Следующий важный пункт – это отрабатывать разные навыки по разным направлениям. Я знаю людей, которые считают, что им нужно отрабатывать грамматику, поэтому мы будем до посинения идти по учебнику, по задачнику, по сборнику, по какому-то конкретному сайту и перерешивать, есть такое слово, перерешивать упражнения до того момента, пока не будет ошибок. Будет ли это эффективно, если вы можете отработать одну и ту же лексику и грамматику, соответственно, в других направлениях. Например, вы можете найти YouTube Shorts, там просто видео на какую-то конкретную тему, которая вам интересна прямо сейчас, это какое-то конкретное время, не знаю, там набор слов, связанных с походом к врачу и так далее. И вы можете отрабатывать отдельные упражнения, отдельно смотреть видео, причем у разных авторов, потому что любое, опять же, направление требует разных подходов. Не так, чтобы вы слушали одного преподавателя, один учебник читали. Часто бывает такое, что один учебник не подходит, или там один сайт, допустим. Я читаю примеры, как будто бы понятнее не становится. На другом сайте могут быть более простые примеры, более простое объяснение, какие-то форматы рассказа для вас легче воспринимающиеся. Это будет и интересно, и разнообразно, и вам, наверное, по крайней мере мне, когда вот я думаю, что-то не хочется заниматься, садиться, я просто ищу то, что будет прикольно мне прямо сейчас. Это какое-то видео, это мультик, это посмотреть новости, это написать какое-нибудь письмо, опять же, это открыть сборник, это почитать книженцию, про книжечку тоже отдельно расскажу. Можете встречать одни и те же слова в разных ситуациях, будете ли себя отмечать, это слово я уже видел там-то, 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 проверяете перевод, там, окей, я прав, все, супер, то есть 2-3 раза обычно достаточно, если слово, конечно, не из 4 слогов и, не знаю, супер из-под выподверта, то оно должно отложиться.
Сейчас я приостановила занятия, потому что я тоже подустала, и это абсолютно нормально. Что у меня осталось, кроме репетиторов? Это школа языковая, где я, опять же, общаюсь с носителем, с преподавателем-носителем, с которым мы отрабатываем, опять же, сразу все направления. Это говорение, это понимание на слух, соответственно, и понимание на слух своих одногруппников, что даже тоже полезно, потому что ты пытаешься понять образ мысли другого человека, который тоже думает на твоем родном языке. И анализируешь это, делаешь какие-то свои выводы. И черпаешь даже новые слова из его лексикона, при том, что большая часть слов тебе, скорее всего, если вы плюс-минус одного уровня, понятно, но новое слово, опять же, в его контексте, в его рассказе для тебя не требует перевода, так как оно по смыслу уже понятно, какое имеет значение. Вот. Потом, я занимаюсь дома, опять же, чем мне захочется, и я стараюсь использовать язык на улице, опять же, супер банально, с носителями. Это самое важное, это стараться общаться с носителями на улице, в магазине, у врача, я не знаю, везде, где можно, используйте. Лишний раз что-то там сказать, кому-то сделать комплимент, прикольно, тоже используйте. Я знаю, что есть ресурсы, на которых вы можете искать себе как репетитора, так и друга по переписке. И друг по переписке сам заинтересован, то есть туда приходят люди, которым прикольно общаться с другими людьми, и вы точно так же ему пересказываете, что с вами произошло, вы обсуждаете какие-то события, эмоции, и это все максимально приближено к бытовому языку, то есть к тем словам, которые вы используете, прям вот которые вам нужны. Вот с вами это происходит, и это вы переводите, а не так, что вы открываете словарик там или какую-то тему и идете по списку и думаете, что ага, сейчас я вот эти 200 слов выучу, потом вот эти 200 слов, вот эти 200 слов. Нет, не надо такого. Ресурсы не безграничны, и желание, мотивация тоже имеют свойство заканчиваться, так что не рекомендую. И напоследок очень крутая штука — это вот такой вот сборник, ну не конкретно этот, конечно, в зависимости от того, какой вы учите язык. Как вы видите, быстрый испанский, лучше самоучитель для начинающих и многократно начинавших, это я. Для отчаявшихся, это тоже я. Заряжающая позитивом ты сможешь. Ну что может быть лучше? Все темы, которые вы можете представить, вам понадобятся, да даже не понадобятся, они здесь все есть. Анекдоты есть имена, фамилии великих людей испанских, ну, испаноговорящих, окончания, там какие-то пояснения. В целом это книжка от автора, то есть это не сухой сборник с информацией, это именно книжка о том, как человек, который имеет опыт в преподавании и который понимает какие-то особенности в изучении конкретного языка и чаще всего встречающиеся там затыки, сложные моменты у учеников, он это все по порядочку расписывает, то есть вы как будто общаетесь с человеком, и при этом он вставляет примеры, при этом он дает таблички, при этом он мягко вас вводит в новые времена. Это очень хорошо. Вот так вот я уместила весь свой опыт, причем с обеих сторон, как ученика, так и преподавателя, в 10-минутное видео. Ну, примерно, наверное, будет минут 10. Я надеюсь, что оно будет вам полезно хоть на сколько-нибудь. Спасибо большое за вашу поддержку и отклики на предыдущем видео. Я даже не ожидала, что потянется такое большое количество людей. Очень приятно, очень радостно. Делитесь в комментариях какими-то лайфхаками, как вы изучаете языки. Может быть, у вас есть какой-то супер секретный секрет. И будет здорово, если он кому-то поможет. Всем спасибо, всем до связи.